welcome to the stage the guys we know and love. The one, the only, Uriah Heep! Всем добрый день! Сегодня поговорим о группе Uriah Heep. Пик карьеры этого коллектива пришелся на 70-е годы. За одно то десятилетие их альбомы разлетелись тиражом в 30 миллионов копий. Конечно, былая слава едва ли вновь свалится на головы музыкантов, но артисты не оставляют попыток записать очередной хит. История создания группы восходит к 1967 году, когда 19-летний уроженец Лондона, гитарист Мик Бокс, создал команду Hogwash. Однажды к коллективу присоединился Дэвид Гаррик, взявший в процессе работы сценический псевдоним Дэвид Байрон. Он имел такие же высокие музыкальные устремления, что и Бокс. Поэтому они создали новую группу под названием Spice, состав которой завершил барабанщик Алекс Напьер и басист Пол Ньютон. В раскрутке молодым людям помогал отец Ньютона, и, видимо, его политика оказалась верной, поскольку вскоре молодых рокеров даже пригласили выступать в Марке, клуб, который сыграл важную роль в развитии европейской неформальной культуры, а свои первые синглы они выпускают уже в 1968 году. На одном из концертов их заметил продюсер Джерри Брон. Вскоре он выступил менеджером команды и организовал контракт со звукозаписывающей студией. Как известно, в конце 70-х был пик популярности групп психоделического прото-прогрессивного рока, активно использующих орган Хаммонда. В связи с этим осенью 1969 года продюсер Джерри Брон предложил расширить звучание группы и добавить клавишные. И Пол Ньютон позвал своего коллегу по прошлой группе, органиста Кена Хенсли. А в канун Рождества 1969 года, в 100-ю годовщину смерти писателя Чарльза Диккенса, Джерри Брон уговорил группу поменять название на Uriah Heep. Это имя отрицательного персонажа из диккенского романа «Жизнь Дэвида Копперфильда», рассказанная им самим. Дебютный альбом, ребят, вышел уже в 70-м году. На обложке фото Дэвида Байрона, лицо которого едва узнается из-за паутины. Пластинка представляла собой смесь тяжелой органной и гитарной музыки и театрального и динамичного вокала Байрона. Критики альбом восприняли неоднозначно. Один колумнист из журнала Rolling Stone вообще пообещал покончить с собой, если группа станет известной. Большинство же критиков назвали диск одним из самых слабых в жанре за 70-е годы. Второй альбом сильнее ударился в прогрессивный рок. При этом альбом произвел фурор в европейских странах, их признали тамошние музыкальные критики. Но в отличие от их первого альбома, авторство половины песен принадлежали Кену Хенсли, который в полной мере проявил свой талант музыканта-мультиинструменталиста и главного композитора группы. Одноименный с альбомом трек длился аж 16 минут, а в записи участвовал оркестр из 24 инструментов. Сильнее прочих прославилась песня «Lady in Black», пожалуй, главный хит группы. Вокальную партию взял на себя автор-клавишник Кен Хенсли, потому что Байрону композиция совершенно не понравилась. Третий альбом
появился уже на собственном лейбле Джерри Брона. Этот альбом считается одним из лучших в дискографии группы. Главными хитами альбома является мощная заглавная композиция с вокалом Хенсли и бессмертная баллада Байрона Хенсли «July Morning». В альбоме партии Хенсли на Хаммонд-органе сочетались с тяжелыми гитарными запилами бокса и уникальным драматическим псевдооперным вокалом Байрона, создавшим гармоническое многоголосие с тем же Хенсли и другими участниками группы. По воспоминаниям басиста Пола Ньютона, именно на этом альбоме группа определилась со своим стилем, который по сути являлся прогрессивным хард-роком с готической тематикой. Однако через некоторое время по инициативе Брона произойдет увольнение менеджера Пола Ньютона-старшего из группы, а вслед за ним и младшего. В конце 1971 года в группе произошли очередные изменения. Пола Ньютона заменил басист Марк Кларк, а Йена Кларка – маститый ударник Ли Кёрслейк. При этом Марк Кларк продержался в группе недолго, но успел обессмертить свое имя, когда помог написать суперхит «The Wizard», вышедший в марте 1972 года на сингле вместе с чудесной композицией «Why», почему-то не попавший ни на один альбом той поры. В феврале 1972 года с приходом бас-гитариста Гарри Тейна сформировался самый известный состав группы, который еще называют «золотым». Кроме Тейна в составе были Дэвид Байрон, Мик Бокс, Кен Хенсли и Ли Кёрслейк. Четвертый эпохальный альбом увидел свет в мае 1972 года, представив первоклассный, гармоничный и мелодичный подход к написанию песен, принесший группе всемирную славу, став первым золотым по продажам в дискографии группы. Это была вершина творческих способностей всех музыкантов, и прежде всего Кена Хенсли, как главного автора песен. После большого успеха группа не стала останавливаться, и уже в ноябре того же года музыканты выпустили свой пятый альбом «День рождения волшебника», который получил такую же популярность, как и его предшественник, став также золотым. Следующие пластинки 73 и 74 годов ребята записывали за границей из-за проблем с налогами. И если в отношении первого альбома мнение слушателей разделилось, то второй встретил лишь отрицательные отзывы. Смена обстановки негативно отразилась на привычном методе работы. Участники то и дело ссорились о звучании и вещах, которые имели к творчеству лишь косвенное отношение. Например, о размере гонораров. Байрон вообще пристрастился к алкоголю, а Тейн все крепче подсаживался на наркотики. В итоге Тейн во время тура в Соединенных Штатах получил удар электрическим током и серьезно пострадал. Вернувшись к гастрольной деятельности, он уже был бледной тенью самого себя и не мог выступать как раньше из-за своей наркотической зависимости. Он был уволен группой в январе и ушел из жизни 8 декабря 1975 года в возрасте 27 лет из-за передозировки героина, пополнив скорбный список клуба 27. Классический состав распадался морально и буквально. Более-менее ситуация выровнялась с выходом альбома 1975 года.
Записанный в Великобритании, альбом достиг 7-го места в чартах родной страны. В это время был также приглашен бас-гитарист и вокалист Джон Уэттон. Однако следующий мировой гастрольный тур был омрачен рядом событий. Мик Бокс упал со сцены в Луисвилле, сломав радиальную кость правой руке. А во время другого выступления Дэвид Байрон по неосторожности наступил на микрофонную стойку и повредил себе губу, и от раздражения стал выяснять отношения со зрителями, что обернулось скандалом. В это же время обострилось соперничество между Дэвидом Байроном и главным песенником группы Кеном Хенсли в борьбе за лидерство в группе, усугубленное алкогольной зависимостью первого и пристрастием к наркотикам второго. При этом у Уэттона и Хенсли было много идей, и уже в мае 1976-го выходит 9-й альбом, который участники группы по предложению Байрона спродюсировали сами, без участия Джерри Брона. Все песни сочинил Кен Хенсли, в двух соавтором был Джон Уэттон. Несмотря на все старания, альбом не достиг предыдущего уровня продаж и был последним альбомом группы с участием Дэвида Байрона, так как последующие гастроли сопровождались очередными его пьяными выходками. На концерте в Швеции он вообще упал со сцены и какое-то время пел из оркестровой ямы, а в Испании устроил скандал, разбив стеклянные двери зала. Концерты на стадионе Уэмбли в 1976 году стали его последними в составе группы, по окончании которых он был уволен Джерри Броном, обвиненный в чрезмерном увлечении алкоголем и обострением отношений с коллегами. Но после этого ушел еще басист Джон Уэттон. А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов. А в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. Группа занялась поисками новых участников. В качестве басиста пригласили Тревора Болдера, а на роль вокалиста в итоге пришел англичанин Джон Лоутон. Лоутон с его мощным и красивым голосом, с ярко окрашенным тембром, часто приглашали в различные проекты, в том числе Роджером Гловером, для записи его проекта Butterfly Ball. И, согласно легенде, именно Гловер порекомендовал его в качестве вокалиста в Uriah Heep. Первоначально новость о новом вокалисте вызвала негативную реакцию со стороны фанов, но все изменилось с выходом очередного альбома. Они изменили стиль, уйдя от фэнтези-ориентированной лирики и многосложных композиций в сторону более прямолинейного хард-рокового звучания. Но мелодичность композиций продолжал обеспечивать неутомимый Кен Хенсли. После успешных гастролей в ноябре 1977 года группа выпустила свой 11-й альбом, который был более коммерчески удачным. Среди хитов выделялась балладная композиция «Free Me». Она-то и обеспечила в первую очередь миллионный тираж только в Германии. Ну а сама песня была названа Боксом самой попсовой песней в истории группы. 12-й альбом, сделанный в еще большем коммерческом формате с мелодиями на американский манер,
вышел в 1978 году. Несмотря на то, что его часто крутили на радиостанциях и он имел положительные отклики, этот альбом не попал в британские чарты. И это был последний из 3 альбомов с участием Джона Лоутона. В это время обострились финансовые противоречия между членами группы. Хенсли, как главный автор, получал гораздо больший гонорар, чем остальные участники. Крайним сделали, как и в случае с Байроном, певца. И во время гастролей в Бельгии Лоутон был уволен. Ну а вслед за Лоутоном, после ссоры с продюсером Джерри Броном в октябре 1979 года группу покинул и барабанщик Ли Керслейк, который, по его словам, больше не мог терпеть диктаторства, исходившего от продюсера Джерри Брона и неформального лидера группы Кена Хенсли. Следующим этапом творчества группы был период кардинальных перемен. Осенью 1979 года в поисках нового вокалиста выбор пал на Джона Сломана, а на место ушедшего Керслейка пригласили Криса Слейда. В феврале 80-го был выпущен 13-й альбом. Хотя он стал популярным в Великобритании, многие поклонники его не оценили, и последующие гастроли также не были успешными. Новый певец опять не сошелся с Хенсли. Тот якобы видел песни не такими, какими их создавал автор. Участники долго ругались, и вскоре вокалист победил. Кен заявил об уходе. Характерно, что и Сломан отказался идти с группой по одному пути спустя лишь месяц. Группа оказалась в состоянии коллапса. Продюсер Джерри Брон почти не помогал, его бизнес-империя переживала трудные времена. Бокс и Болдер в отчаянии посетили Дэвида Байрона с предложением вернуться в состав, но он их предложение отклонил. После чего сам Болдер, получивший в то время заманчивое предложение, ушел в Wishbone Ash, и остался только Бокс, который вспоминал, что он заперся в то время в квартире на 2 дня и беспробудно пил. Но каким-то образом ему удалось собраться и, что называется, взглянуть в будущее. Сначала он пригласил бывшего барабанщика группы Ли Керслейка, который в то время был уволен вместе с бас-гитаристом Бобом Дейзли из группы Оззи Осборна, а на роль вокалиста выбор пал на Питера Голби, который раньше уже пробовался в группу, но проиграл Джону Сломану. А затем пришел английский клавишник Джон Синклер. И так группа стала выступать в новом составе. С этого поворотного момента начинается эпоха Мика Бокса, совершенно другая, нежели была раньше. 14-й альбом вышел в 1982 году. Это был первый альбом группы без Кена Хенсли с полностью измененным hard and heavy стилем, без привычных мелодичных проговых органных партий и вокального многоголосия, чем была знаменита группа. С новыми музыкантами и вокалистом группа перешла к современному мейнстримовому тяжелому звучанию в стиле Foreigner или Survivor, что привлекло новых фанов, но отпугнуло старых. Пятнадцатый альбом записывался тем же составом и вышел в мае 1983-го на лейбле Джерри Брона в последний раз, после чего он перестал продюсировать группу. Боб Дейзли также покинул группу вскоре после записи альбома, чтобы вернуться к Оззи Осборну, и в концертном туре его заменил бывший басист Тревор Болдер, а вскоре стало известно о смерти Дэвида Байрона. Ему было 38 лет.
16-й студийный альбом, выпущенный в мае 85-го, ознаменовал возвращение в студию басиста Тревора Болдера. У группы также был новый лейбл звукозаписи и продюсер Тони Платт. Этот альбом стал последним с участием вокалиста Питера Голби и клавишника Джона Синклера. Полностью истощенный и имеющий серьезные проблемы с голосом, Голби ушел в ноябре 85-го после австралийского тура. Затем еще ушел и Джон Синклер, решив присоединиться к Оззи Осборну, но зато пришел клавишник Фил Лэнсон. И в 1986 году образовался новый состав, куда кроме гитариста Мика Бокса, барабанщика Ли Кёртслейка и бас-гитариста Тревора Болдера вошли сначала клавишник Фил Лэнсон, а затем и вокалист Берни Шоу. Обновленная группа поехала в гастрольный тур по Европе, а в декабре 1987-го они стали первой в истории западной рок-группой, которая выступила в Советском Союзе. На Олимпийском стадионе в Москве группа отыграла 10 аншлаговых концертов подряд перед 180 тысячами зрителей, на основе которых был записан и выпущен альбом с классическими композициями и 3 новыми песнями. С декабря 1988 по март 1989 группа работала над 17-м студийником. Он стал дебютом нового состава, в котором она искала свой новый стиль, и этот альбом получил смешанные отзывы критиков. 18-й по счету альбом вышел уже в феврале 91-го и был сделан в более легковесном стиле, не вызвав особого интереса у поклонников группы и по сути стал проходным. А вот 19-й альбом, выпущенный в апреле 95-го, был сделан на более качественном уровне и стал, можно сказать, прорывным для нового состава, получив положительные отзывы критиков. Стиль музыки приобрел более насыщенный хард-роковый саунд с лидирующими гитарными партиями Бокса, мощным органным аккомпанементом Лэнсона и ярким вокалом Шоу, став образцом нового звучания группы. Двадцатый студийник вышел в 98-м, открывал альбом трек, посвященный участникам классического состава Дэвиду Байрону и Гэри Тейну, которые умерли в молодом возрасте. К сожалению, альбом, как и предыдущие альбомы этого состава, не достигла уровня популярности времен группы с Кеном Хенсли. После этой неудачи группа не записывала студийные альбомы более 10 лет, занимаясь лишь концертной деятельностью. После ухода по состоянию здоровья барабанщика Ли Кёртслейка в начале 2007 года в составе группы остался единственный оригинальный участник и основатель Мик Бокс. Место барабанщика занял Рассел Гилбург. Группа в новом составе сразу приступила к записи нового альбома, который был выпущен 2 июня 2008 года. 8 из 11 песен были написаны авторским дуэтом Бокс-Лэнсон. В целом альбом получился удачным и был номинирован британским журналом Classic Rock как альбом года. Двадцать второй студийный альбом вышел в 2011 году. Реакция на альбом была в целом положительной. Отмечалась первоклассная гитарная работа Мика Бокса и вокальное исполнение Берни Шоу.
Правда, это был последний альбом группы с участием басиста Тревора Болдера. В 2013 году он скончался от рака поджелудочной железы в возрасте 62 лет. Двадцать третий альбом был выпущен в июне 2014 и был сделан в прямолинейном хард-роковом стиле. В записи альбома принял участие новый басист Дэйв Риммер, а в октябре 2015 года группа выступила на специальном двухчасовом концерте в Крокус-Сити-Холле в Москве, который был настоящим реунионом нынешнего состава с бывшими участниками Кеном Хенсли и Ли Кёрслейком. В 2018-м группа выпустила 25-й альбом. Предполагалось, что рокеры сразу отправятся в турне, но выяснилось, что возраст берет свое, и с ним нужно уже считаться. Чтобы успокоить расстроенных фанатов, команда презентовала клип на песню с новой пластинки. А вот в 2019 году группа, как и обещала, поехала по миру. Концерты в честь 50-летия группы пользовались бешеной популярностью, но в 2020-м коллективу пришлось приостановить тур из-за ограничений, вызванных пандемией. Кроме того, злополучный год унес жизнь двух бывших участников. Сначала бывший барабанщик группы Ли Кёрслейк умер от рака в возрасте 73 лет, а немного позже легендарный клавишник, композитор и мультиинструменталист Кен Хенсли умер на 76-м году жизни. Однако незадолго до этого он закончил запись сольного альбома, который был выпущен в марте 2021 года. Во время пандемии группа использовала время для сочинения песен, и в начале 2023 года они выпустили свой 25-й студийный альбом. Группа подтвердила свое настойчивое стремление продолжать работать и выпускать качественные альбомы на радость своих поклонников. У группы остался свой оригинальный стиль, где в качестве основных элементов звучания Мик Бокс назвал пятиголосные вокальные гармонии, орган Хаммонда и гитару «Вау-Вау». За свою карьеру группа пережила множество изменений в составе, в результате чего гитарист Мик Бокс остался единственным оригинальным участником. Хотя неуемному основателю группы исполнилось уже 77 лет, он не думает на этом останавливаться, заявив: «Нам нравится работать вместе. Что еще я собираюсь делать после 55 лет работы? Пока у нас есть здоровье, мы будем продолжать. Счастливых вам дней, друзья!»